Всем привет! Вы на канале Аудиофонд, и это третий выпуск, который будет посвящен Descent сэмплеру. И в принципе это будет некоторая такая финалочка, потому что я провел с этим сэмплером достаточно большое время. От начала работы с сэмплером уже больше, наверное, 3 недель, потому что вот 2 недели назад я записывал уже туториалы. То есть на момент записи у меня уже был некоторый опыт по работе с этим сэмплером. Итак, мы начинали с вами с самого простого, то есть с игрушки EMI. Потом мы делали с вами M04. Я не рассказывал подробно, как я его делал, но основы там те же самые, просто большее количество сэмплов, групп, работы, интерфейса и так далее. И самым сложным на текущий момент был Sample Pack Opus. Вы, скорее всего, уже видели ролик, там, где я презентую Sample Pack данного инструмента. И вот теперь уже по прошествии некоторого времени и, соответственно, создания 3 Sample паков, и последние 2 из них достаточно сложные, я уже могу подвести некоторые итоги, рассказать, что нравится, что не нравится, какие есть у нас ограничения в Descent сэмплере, которые вам, возможно, будут мешать, либо не дадут создать тот или иной инструмент. Еще раз повторюсь, что не стоит сэмплировать и так далее. Итак, по порядку. Создавая Sample Pack Opus, я, в принципе, уже стал упираться в ограничения сэмплера. То есть, чтобы реализовать функционал Opus, а в Opus, как вы знаете, достаточно много огибающих, LFO, то есть у него на каждый блок есть практически LFO, иногда и 2, есть ринг-модулятор и фильтр достаточно сложный, то есть и все вот эти факторы привели к тому, что некоторые фичи мне пришлось реализовывать либо приближенно, либо выдумывать уже некоторые такие специфические обходные пути для того, чтобы все реализовать, все уместить. А некоторые вещи реализовать не удалось, соответственно, вовсе. Давайте по порядку. То есть первое, что хочу сказать. То есть у меня Descent сэмплер до сих пор работает крайне нестабильно. У меня операционная система Windows 7, 64 бита, и у меня 12 гигабайт памяти, то есть все нормально, ну и вообще проблем с компьютером не замечено было ранее. То есть я на прошлом выпуске и стриме у меня все тоже очень сильно глючило, когда мы с вами беседовали. Я думал, что у меня сыпется компьютер, но в общем, поработав это время, не используя вот конкретно Descent сэмплер и, скажем так, вот софт звуковой, да, то есть используя компьютер по назначению для монтажа, для, скажем так, там программирования, для других каких-то обычных дел, на которыми я занимаюсь на компьютере, то есть проблем замечено не было. То есть тот софт, который себя вел стабильно, он себя также стабильно и ведет. Это не проблема совместимости драйверов, как мне писали, соответственно, в комментариях, что ASIO драйвер не поддерживает. Нет, это конкретно проблема, связанная то ли с движком Descent сэмплера, то ли с ПО, которое нужно для реализации работы Descent сэмплера. То есть, скорее всего, здесь использованы некоторые какие-то библиотеки, возможно, где-то там кроется несовместимость. Что хочу сказать, то есть, если загуглить проблему Descent сэмплер Crash Windows 7, да, то я не один такой. Дело в том, что сэмплер крашится, в принципе, на многих программах, то есть аудио. И вроде как эту проблему исправили, потому что сейчас я покажу бэклог. Есть вот такой бэклог, и здесь на версии 1.7.10, а у меня сейчас версия 1.7.13 последняя, а на момент создания первого ролика у меня была версия 1.7.12. Так вот, в версии 1.7.10 было как раз таки пофикшено баг, который был связан именно с глюками на Windows 7. Но то ли пофикшено было что-то не то, тут еще были краши в Reaper, то есть по слову краш тут достаточно много фиксов было в ранних версиях. Но как я вам говорил выше, да, то есть у меня версия была практически последняя. То есть на тот момент была 1.7.12, а сейчас 1.7.13, и все равно она падает. Вот, то есть вот это первое, что очень сильно мешает, потому что сложно, во-первых, разрабатывать что-то под этот движок. Много приходится перезагружать, соответственно, интерфейс. Вот сейчас интерфейс, если я несколько раз перезагружу, я уже показывал, то в какой-то момент он, скорее всего, сломается. Бывает просто в случайный момент. То есть вот, 4 раза я перезагружаю, и он ломается, иногда раньше.
Из-за чего я, кстати, думал, что какая-то проблема с памятью, то есть переполняется память где-то. Ну, скорее всего, где-то там проблема и зарыта. То есть он благополучно ломается. Это только что вы видели стендалон предложение, соответственно, когда никакая программа DAW-система не используется, то есть это приложение, которое строго вот запускает Descent Sampler, его нативное, да, скажем так, и оно все равно крошится. Вторая проблема, связанная с этим, есть некоторые особенности, вернее, тоже глюки работы в DAW-системах, когда у нас несколько хостов Descent Sampler. В частности, это приводит к тому, что загрузить проект с несколькими такими сэмплерами повторно у меня не получается. То есть вот есть два проекта, это один и тот же проект, просто там две версии разных. Это вот та презентация сэмпл-пака Opus. Я ее могу запустить, она будет правильно играть, то есть настройки все загружены, все окей. Ну, давайте сейчас где-нибудь момент, который... вот покажу вам момент, да. Все работает. Все это браво загружено правильно. То есть, получается, у меня используется 3 опуса здесь, как вы видите. Все 3 загружены правильно, то есть с настройками, теми, которые я реально создавал при создании видео. И причем при создании у меня проблем не было. Я сохранился и сейчас уже захожу. Вот я сейчас хочу посмотреть настройки, да. И он у меня упадет. То есть при открытии он выпадает в ошибку. То есть все. С чем это связано? Опять же, путем пробы ошибок, пытаясь разобраться, почему оно у меня ломается, то есть я выяснил, что если вот сейчас мы загрузим 3 опуса, например, при работе, да, все будет работать. То есть, например, ну давайте вот еще раз его загрузим. Опус. Сейчас уже не будет, да, он уже упал. Вот он опять ломается. В общем, более-менее стабильно работает, когда один сэмплер, соответственно, загружен в хосте. Когда их 3, то есть 2 из них будут падать, последний будет загружаться. Непонятно, то есть рандомные глюки. И вот это крайне не нравится, потому что я не могу быть уверен, что я загружу, соответственно, тот интерфейс, тот пресет, вот как он был при создании. Хотя вот сейчас повторно гружу, что-то загрузилось. Опять непонятно в каком виде, то есть здесь ручки неправильные, то есть вот какой-то глюк происходит, вот непонятно, глобально. У меня такое ощущение складывается, что 3 одинаковых пресета, загруженные в 3 вот сэмплерах, да, они конфликтуют с друг другом. Вот. Ну, по крайней мере, такое мнение сложилось. Хотя видно, что вот интерфейс сломался сейчас в данном случае. Вот это на текущий момент, то есть нестабильность работы, это самая большая проблема. То, что меня волнует. То есть те ограничения, о которых мы поговорим с вами далее, то есть, ну, они есть, но, скажем так, они не критичны, да, то есть это, скажем так, уже мои придирки, потому что я реализовываю на данном движке слишком уж сложные вещи, то есть я симулирую практически целиком прибор со всеми его ручками, эффектами, то есть полностью. Достаточно сложно. То есть я смотрел, в принципе, никто таких тяжелых паков не создает, делают более простые. Хотя они у меня как бы тоже ломаются. Я прямо жду, когда на моем хосте там какая-то следующая версия заработает стабильно. Вот когда будет стабильная версия, плагин будет вообще великолепен, я считаю. Я, правда, не пробовал запустить на каком-то другом компьютере либо операционной системе, поэтому если кто-то запускал мои сэмпл-паки у себя, пожалуйста, поделитесь опытом, глючит ли у вас все так же, как у меня, либо работает стабильно. Ну, напишите версию операционной системы, например, да, ну и, соответственно, свой вывод, то есть как у вас работает. То есть буду признателен, потому что, ну, возможно, это проблема конкретно с Windows 7 64-битной. Так, ладно, следующие выводы, которые я, в принципе, в Redmi написал, вот мы по порядочку по ним пройдемся. Это уже ограничения, в которые я уперся. Я попытаюсь рассказать, почему так получилось, да, и что я сделал там в тех или иных случаях, что удалось реализовать. То есть я вот сейчас загружу сэмпл-пак Opus.
Он работает, все с ним хорошо. И давайте вот смотреть по порядочку, что мне не удалось. Так, ну начнем с того, что интерфейс квадратный, но это, наверное, не критично. Можно было полностью сделать в длину, так как он и был в опусе, но тогда он бы занимал, вот представьте, да, вот эту вот часть, еще вот сюда. То есть он, а экран у меня разрешение 1900, по-моему, 20. Сейчас скажу точно. Во-первых, не у каждого есть такое разрешение, некоторые ребята работают там, на 3:4 до сих пор, и он бы просто не влез, поэтому я его перекомпоновал в вертикальный вид. Но это не ограничение, это, скажем так, ну, просто особенности, да, то есть в опусе очень длинный он, панель эта. Так, вот теперь давайте по порядку смотреть, что у меня не получилось, работает с ограничениями, либо не реализовано. Вот первое, отсутствует задержка перед стартом вибрато. В опусе это блок вибрато, вот здесь он расположен, то есть, как вы видите, здесь есть только ручки скорость и глубина вибрато. А вот здесь была ручка в оригинальном приборе дилей, то есть задержка перед стартом. Мы нажимаем клавиши, то есть и через только какое-то время у нас начинает работать вибрато. Реализовать это не удалось никаким способом, потому что просто нет на модуляторе. То есть, смотрите, вибрато это LFO, которая регулирует питчем, скажем так. Вибрато это LFO, то есть генератор, да, частоты, который управляет высотой тона, питчем. Я, в принципе, сейчас буду, наверное, показывать кусочки кода, да, какие-то, чтобы те, кто реализовывает, понимали, о чем идет речь. У нас где, вот, вибрато. То есть у вибрато есть всего лишь две настройки. То есть глубина и частота. Все. То есть и вот этой частотой мы, соответственно, управляем глобальной настройкой тюнинг инструмента. То есть колебаем ее pitch. Так работает вибрато. То есть это частота, это глубина. Соответственно, в движке нет настройки задержки, ни в огибающей, ни в LFO. То есть вы нигде не сможете сделать такое. Некоторые инструменты у нас, то есть вот в частности Opus, требуют такой настройки, и ее реализовать в sample паке никак не получается. То есть приходится делать приближенно, без этой ручки. То есть поэтому этой ручки нет. Но минус небольшой, но все-таки есть, потому что иногда очень прикольно сделать эту задержку, чтобы вибрато появлялось после долгого нажатия. Далее. Нет ручки точной подстройки ринг-модулятора. В движке нельзя назначить два кноба. Что это значит? В опусе есть ринг-модулятор. У него есть частота, глубина, понятно, частота, и есть еще ручка, называется Course, по-моему. В общем, точная подстройка. То есть мы настраиваем частоту и потом вот идеально попадаем частотой. Ну, например, нам нужно, чтобы вот она резонировала на какой-то определенной прям ноте. В движке нет возможности взять вот кноп плюс еще один какой-то кноп. Да, то есть этот должен быть грубым, этот быть точным. И соединить их значения в один, и вот это значение уже выдавать туда, куда нам надо. То есть есть только возможность одной ручки. То есть мы можем указать минимальный диапазон, максимальный диапазон, и это грубая подстройка. Нам нужна как бы еще точная. И вот точной, к сожалению, нет возможности взять, вот сделать вот этот регулятор там от 0 до единицы с шагом небольшим, чтобы приплюсовывать к грубым шагам. И то есть симулировать никаким образом нельзя. То есть одна ручка управляет только одним элементом. Вот это надо запомнить. Потому что это тоже такое существенное ограничение, скажем так. Иногда вот нужна сумма прям нескольких ручек. Грубо точно, например. Далее. Ринг-модулятор работает на весь прибор ввиду того, что управление громкостью занято LFO. Так, ну это, скажем так, больше проблема. Эта проблема возникает из-за того, что в опусе очень уж много LFO. То есть вот давайте посмотрим. Блок струнных. У нас есть
один генератор частоты, который выполняет роль тремоло, это синусоидальный. Тут есть еще второй регулятор частоты, который прямоугольник. То есть, когда мы делаем переключатель на позицию repeat, у нас прямоугольник условно работает. Есть еще на него отдельная ручка, я дальше расскажу про нее, тоже она не реализована, потому что ее выполняет по факту эта же ручка. Сейчас давайте покажу, как это все работает. То есть тремоло оригинальная звучит. А repeat то есть разница здесь синус или прямоугольник. Здесь у нас получается 2 LFO. Вибрато это еще один LFO. Потом в блоке фильтра у нас здесь есть еще один LFO. В басе нету. И в пиано есть еще один LFO. То есть, уже их 5. В принципе, их можно делать огромное количество. То есть не в количестве проблема. Проблема в том, что чтобы реализовать вот этот эффект, то есть струны это группа. То есть вот этот звук это одна группа, пиано это вторая группа, соответственно. А тремоло это по факту управление громкостью этой группы. То есть вот, когда мы вводим депс, то вот эта вся группа, громкость ее меняется. Управляется LFO, соответственно. Вот этот переключатель, он просто переключает тип волны. То есть с синуса на прямоугольник на этой группе. Вот. То есть ринг-модуляция по факту это LFO, которая работает на большой частоте. Это прямоугольник, да, только большая очень частота. То есть технически, если вот эту ручку еще дальше по частоте повысить, то есть дать ей больше диапазон, получится ринг-модуляция внутри. Но ввиду того, что в опусе есть и тремоло, и ринг-модуляция, да, то есть я на движке не могу назначить на громкость этой группы 2 LFO. То есть вот тоже нет возможности такой, к сожалению. Громкость этой группы управляется одним LFO, а ринг это дополнительный LFO. В оригинальном приборе, то есть мы можем каждую группу посылать на ринг-модулятор, да, то есть и он будет управлять, соответственно, ей. То есть как отдельно этой, так и отдельно этой. Здесь из-за того, что так нельзя сделать, у нас уже, к сожалению, заняты все громкости. То есть этой группой управляет вот это LFO, вот этой группой управляет вот это LFO. Как реализовать ринг? То есть вначале я думал вообще от него отказаться, потому что нет возможности. То есть у нас как бы LFO есть, а куда его назначить? То есть нельзя. Первое, что я сделал, я попытался симулировать ринг-модуляцию. То есть нужно, понятно, сигнал, чтобы пропадал, появлялся с большой частотой. Что я сделал? То есть я на каждой группе, сейчас покажу вам, где. Вот, я на каждой группе добавил фильтр для того, чтобы эмулировать как раз таки ринг-модуляцию. Условно там маленький резонанс стоит, и он просто 0,22 от нуля, и он условно просто открывается, закрывается на большой частоте. Технически должно было работать, но почему-то вот связка большой частоты LFO плюс вот low-pass фильтра давала какие-то непонятные щелчки, там, в общем, что-то неправильно в самом движке уже работает. Видимо, он, конечно, не был предназначен для того, чтобы такое делать, да. И я в итоге от этого отказался. То есть сам тут эффект остался, но он всегда открыт, ничего страшного. Но зачем он нужен был? То есть понятно, группа вот она. Она большая достаточно, да, то есть громкостью группы у нас управляет вот эти два регулятора, то есть тремоло. И чтобы добавить ринг-модуляцию к этому всему, то есть я внутри группы создал эффект дополнительный, да, который должен был просто закрывать. Не получилось. То есть другого эффекта, который бы регулировал громкость, вот просто достаточно было бы эффекта какого-то, то есть который громкость до нуля закрывал бы. То есть просто дополнительный эффект. Там есть эффект гейна, да, то есть, но он позволяет добавлять громкости, то есть от 0 до 8, плюс 8, по-моему. Соответственно, он не подходит, а нам надо закрывать громкость.
То есть все, тупик. Я думал, придется вообще от ринга отказаться. И потом я обратил внимание в документации, что у нас есть возможность управлять громкостью вообще самого всего инструмента. И пришлось таким образом, опять же, чуть-чуть подрезать функционал опуса, сделать ринг-модуляцию на весь инструмент. Поэтому именно у нас вот этот тумблер никогда не включается в ринг положение. Видите, он всегда включен как бы. Потому что ринга работает на весь инструмент. Ну, приближение такое. Весь инструмент, соответственно, включает в себя уже эти две группы. И таким образом удалось реализовать ринг-модуляцию. То есть вот это LFO работает на весь вот этот инструмент. Это ограничение, как я уже упоминал, из-за того, что нельзя назначить два LFO на одну громкость. И нет никакого эффекта, который бы помог симулировать, да, этот эффект. То есть просто громкость закрывать. К сожалению. Вот. Это первая проблема, связанная с ринг-модуляцией. Там есть еще одна проблема. То есть в чем у нас ограничение? Получается, что количество LFO может быть огромное, но назначать его можно, опять же, только на одну конкретную группу. Если вам нужно управлять несколькими параметрами этой группы, то вы это сделать не сможете. То есть в данном случае вот мне нужно было управлять громкостью двумя разными способами, двумя разными LFO. Не получилось. Но вот можно вот таким образом выкрутиться. То есть у вас группа работает одним, а весь инструмент это уже второй LFO, который эмулирует ринг-модулятор, соответственно. Звучит достаточно сложно, но вы просто, когда начнете вдруг с этим работать и столкнетесь, вы будете вспомните об этом и поймете, что вот это реализовать нельзя, например. То есть нельзя сделать два отдельных LFO на какой-то один параметр этой группы. Нельзя. Далее, по ограничениям. Ринг-модулятор работает на весь прибор, но я сказал уже почему. Диапазон частоты ринг-модулятора ограничен. Что имеется в виду? То есть ринг-модулятор это, опять же, LFO, то есть генератор частоты, который работает на очень большой частоте. И когда мы управляем таким генератором амплитудой, да, то есть громкостью, амплитудной модуляции, мы получаем в дополнение к звуку вот такие колокольчикоподобные звуки. Ринг, ринг это и переводится как колокольчик, да, то есть искажение по факту. Так вот, когда я задал здесь достаточно большие значения, то есть сейчас у нас потолок здесь 300, но опять же 300 это герц, по-моему, если я не ошибаюсь. В значениях выше у нас уже появляются всякого рода артефакты и щелчки. То есть, когда эта ручка вот сейчас вот в 300, в принципе можно показать, наверное, даже сейчас я вот все ставлю в 0. Вот это звучит так, как должно звучать. То есть, оно так и есть примерно. Но если мы укажем для этой ручки, сейчас вот давайте сделаем это, сломаем прям все. Найду. Ринг. Вот, то есть не 300, там 1,5, например. То мы сейчас очень сильно все сломаем. То есть оно дойдет до какого-то порога и после этого очень жестко сломается. И наблюдаем. Причем вот этих пропусков быть не должно. То есть я так понимаю, что пропуски появляются из-за того, что есть какой-то внутренний цифровой опрос шины LFO. Там писалось в движке про это, что шина в какой-то момент только выбирает значение из LFO. И как-то они так совпадают, что в этот момент появляются пропуски. И, соответственно, дальше, если мы загоняем, то непонятно, куда все ломается. Этого быть не должно. То есть у нас есть ограничение по максимальной частоте LFO. Может быть конкретно в связке управления громкостью. Может быть это связано с вот этой работой движка, с выборкой значения LFO. Понятно, что оно цифровое, да, не аналоговое. Из-за этого не удается ринг полноценно реализовать, потому что ринг начинает интересно себя вести, когда у него очень большие значения. То есть частоты там 1000 Гц.
и 1000 Гц и более. Это получается тоже как бы некоторое ограничение. Далее, из-за низкой частоты ринг-модуляции, отсутствия возможности скомпоновать ринг перед фильтром, не звучат форманты, как в оригинальном опусе. Тут нужно пояснить, то есть в оригинальном опусе, то есть вот эта штука, тумблер, то есть она последовательно соединяет эффекты. То есть у нас есть эффект громкости группы, потом мы подключаем к ним, всегда включен фейзер, и мы подключаем к нему ринг, а после ринга фильтр. То есть последовательно. Опять же, внутри группы вот этих струнных эффекты можно ставить последовательно. Насколько я понимаю, они работают как раз таки последовательно. То есть сейчас вот покажу, то есть как мы их, в каком порядке мы их располагаем. То есть вот 3 low pass, да, идет фильтра. В таком они и будут работать. Но ввиду того, что ринг-модуляция из-за вышеперечисленных ограничений назначена на весь прибор, то есть это все работает в конце, ринг в конце. И мы теряем структурную блок-схему оригинального прибора. Вот. И из-за этого, плюс проблема, что ограниченная частота, у нас пропадает эффект, который есть в оригинальном приборе. То есть там, значит, что происходит? То есть включена ринг-модуляция на большой частоте и включен фильтр, то есть огибающая такая долгая. И вот в этот момент в оригинальном инструменте, то есть ринг, потом фильтр, появляются форманты. То есть он звучит вот как голос, этот эффект. Вот тут этот эффект отсутствует, соответственно. Вот в этих местах на частоте вот этой, да, должны возникать такие буквы, как гласные. Технически, кстати, можно попробовать это реализовать вот так, тремоло. Сейчас мы поправим вот этот регулятор до 300. Возможно, так получится, но опять же, из-за того, что вот такая компоновка, ничего с этим сделать нельзя. Вот Strings Group, Tremolo Rate. Я сейчас ставлю максимальное 300. Доступное. Возможно, этот эффект сейчас появится, но опять же, мы теряем оригинальное тремоло эффекта. Так, что я делаю? То есть ставлю глубину на максимум, ставлю на режим repeat. Включаю фильтр, ставлю большую атаку, и вот здесь появлялись такие, и резонанс большой, должны появляться такие, как... Тут его, к сожалению, нет. Немного так приближенно что-то вдалеке можно услышать, но в оригинальном приборе это очень отчетливый эффект, прям очень классный. Тоже какого-то рода ограничения, соответственно. Дальше. То есть, ну, понятно, это все, скажем так, немножко придирки, потому что, ну, я повторяю реальный прибор на движке сэмплера. То есть, учитывая то, что мне удалось практически все повторить, то есть, вот то, что не удалось, там мелочи буквально, да, то есть, кое-где приближенно кое-что, возможности очень широкие. То есть, ну,
До этого не было ничего, на чем бы можно было вот так, скажем так, быстро, безболезненно взять и повторить такой сложный прибор. Далее. Отсутствует выключатель тремоло для секций струнных. В движке нет возможности отключить эффект группы. Смотрите, есть, значит, обратная связь, там форум, в общем, где можно оставлять пожелания, либо проблемы свои описывать по сэмплеру. И там про это писали, и, собственно, разработчик писал, что да, надо бы добавить. Но так и не добавил. Написал, что да, надо бы добавить, добавил список ожиданий, как бы фич, но так и не добавил. Что имеется в виду? Чтобы вот сделать выключение вот этого, например, эффекта, да, тут вообще все сложно, то есть, потому что тут надо прям целиком LFO отключить. А оно назначено на громкость. То есть, представляете, да, где-то генератор LFO, и он управляет громкостью. Вот. И вот чтобы его отключить, нет никакой возможности выключить LFO. То есть просто выключить, остановить. То же самое с эффектами. Эффекты есть, их может быть множество, то есть по порядку на весь инструмент и на каждую группу. И каждый отдельно выключить нельзя. У некоторых есть вот ручка глубины, не у всех, кстати. Ну, dry wet или глубина. И якобы выключение вот так симулируется, да, в ноль. Но это не чистое выключение в том плане, что вот я пробовал здесь сделать, чтобы вот... Сейчас покажу. То есть вот звучит он. Эффект, и когда мы нажимаем вот тумблер в положении off, он условно вот так делает. Он выключает, но как только мы ручку трогаем, все начинает работать заново. То есть технически здесь я делал выключение как? Когда мы жмем тумблер в положении off, он ставит значение depth в 0, да, но как только мы трогаем регулятор, соответственно, ручка перебивает предыдущее значение, и он уже не работает. То есть, ну, реализовать это как можно? То есть, либо сделать просто отключение целиком LFO где-то программно, ну, то есть, чтобы она выключалась и никак не влияла. То есть, значение enabled, false какое-то бы сделали, было бы классно. Либо, чтобы можно было указать, какой из регуляторов приоритетней. То есть, условно, приоритет 0, вот у него, а у этого приоритет 1. То есть тот, кто с приоритетом выше, его значение важнее в этот момент. Так бы можно было реализовать несколько ручек там, и так далее. Тогда мы, когда вот включали бы тумблер в off, 0 бы становился самым главным, самым приоритетным, ручка бы у нас не работала, и все хорошо бы реализовывалось. Но в данном случае мне пришлось просто проигнорировать эту ручку, ну, ее функцию выполняет вот depth в 0. То есть, вы знаете, если вам нужно эффект отключить, вы просто ее в 0 ставите. Ну, то есть это не критичный, скажем так, момент, но некоторые функции реализовать из-за него не удается. Вот самое неприятное, что не удалось мне реализовать из-за этого. Вот смотрите, у нас есть переключатель. Соответственно, фейзер плюс ринг, вот второе положение, да, и последнее это фейзер плюс ринг плюс фильтр. Но технически это в голове звучит очень просто. То есть подключаем фейзер, при втором положении подключаем ринг, при третьем положении подключаем фильтр в конце. Элементарно, как бы, да. И технически я, когда делал блок-схему, я как бы примерно так и реализовал. То есть вот low pass фильтр, ну, ринг, я уже говорил, он постоянно включен, фейзер тоже постоянно включен. То есть у нас, условно, вот есть эффект подряд, там они идут, и, то есть нужно включать первый, второй, либо третий. И вот самый прикол в том, что когда эффекты назначены на весь инструмент, то есть вот этот эффект, например, да, он назначен на весь инструмент. То есть вот на все, что здесь звучит, на фейзер. Вот этот фейзер, вот этот фейзер, он на весь инструмент. То есть звук со всего инструмента, в конце фейзер получается, да. Его можно отключать. В документации есть параметр enabled, то есть он работает действительно, то есть мы указываем enabled false, и он перестает звучать, то есть вот эти ручки, все, в каком бы положении не были, как бы не крутил, он прям выключается, вот то, что я выше говорил. Но потом, чуть позже в какой-то версии добавили возможность эффекты ставить не только на весь инструмент, но и внутри группы. Видите, группа лежит, и внутри есть эффекты. То есть вот этот эффект, который вне группы, тут надо показать, наверное, сейчас, чтобы вы понимали, как это работает. То есть у нас есть тег groups.
внутри которого лежат группы, да, скомпонованные сэмплов. И вот когда эффект лежит просто вне тега groups, он работает на весь инструмент. То есть фейзер, как вы видите, работает целиком на весь прибор. А если же эффект лежит внутри группы, то есть вот группа сэмплов, вот, да, какая-то, неважно, то есть и он лежит в группе, то этот эффект работает конкретно на эту группу. Это такие же эффекты, как и назначаются на весь инструмент. То есть логика там такая же, вроде как, да, и я подумал интуитивно, что должен работать и вот этот enabled, disabled и здесь, но он не работает. То есть, скорее всего, разработчик эту фичу добавил, но где-то что-то пошло не так. То есть оно либо конфликтует, то есть оно иногда срабатывает, но что-то его перебивает в движке же. То есть, вот условно, есть тумблер, ты его нажимаешь клавиши, выключился, класс. Нажимаешь следующую клавишу, он включен. То есть и так случайным образом, вообще не понимаю, как работает. То есть выключатель на эффекты группы не работает, только на весь инструмент работает. И из-за этого, вот смотрите, да, то есть вот эта простая штука, которая должна просто включать эффект, выключать. Как вы видите, этот же тумблер расположен на группу струнных. Элементарно должен просто включаться эффект на этой группе. Он не включается, но, как вы видите, он у меня есть. То есть, каким образом я реализовал этот тумблер? Реализовал я его очень читерски, мне очень стыдно. Мне очень стыдно за то, как я это сделал, но другого способа не было. В программировании это называется дублирование. То есть, когда код дублируется, условно говоря, то есть это плохо, максимально плохо, когда у вас код дублируется. Но тут это был единственный способ. То есть я сделал две абсолютно одинаковых группы. Сейчас покажу. То есть вот группа. Вот. Она сейчас выключена. И точно такая же группа вот выше. Или ниже. Сейчас схлопну их, покажу. Вот piano групп, string групп. Вот эти две группы, в общем, с эффектом фильтра. То есть у них в конце, сейчас если полистать, есть фильтр подключен. А есть выше группа, такая же абсолютно без фильтра. То есть по виду, по самой вот структуре пресета это выглядит ужасно, потому что у вас дублируется вот такой огромный кусок кода, потому что все сэмплы группы прописаны, то есть они должны быть. И это прям мозолит глаз, и я себе даже вот здесь поставил тудушку. Тудушку это в смысле, что надо бы это исправить, типа что здесь дублирование и убрать, когда появится нормальное выключение эффектов группы. Но таким образом появилась возможность у меня делать переключение, как в оригинальном приборе. То есть, когда у нас вот этот включатель стоит в положении Ring, да, у нас группа работает без фильтра, потому что там и нет фильтра. А потом, когда мы делаем нажатие на фильтр, то предыдущая группа отключается и включается точно такая же, но в конце нее, то есть подключен фильтр. Читерский способ, но это единственный был способ, как вот реализовать эту штуку. Потому что нельзя отключить эффект, вот по-дурацки сделано, а надо. То есть потому что в оригинальном приборе, то есть мы можем отдельно без фильтра, отдельно с фильтром. То есть и это удобно, то есть я хочу, например, секцию вот струнных с фильтром, а пиано группу вот эту без фильтра, потому что там соло. Опять же, выкрутился, можно так сказать, но я отношу это к ограничениям. Дальше. Работа огибающей фильтра реализована приближенно. В движке нет возможности комбинировать значения огибающей и LFO. Тут нужно пояснить. Опять же, тут начинается читерство. В оригинальном опусе фильтр трехрежимный, и он работает крайне любопытно, скажем так. Я про некоторые моменты я вообще даже не подозревал, что он так работает. Я как-то все время пользовался low-pass, high-pass и ручками в определенных значениях. Да? Во-первых, у этого фильтра есть там три режима. Работа от педали фильтра может быть, работа от manual, вручную ты его крутишь. И третье glide. Glide это когда от одного значения перетекает к другому. Вот обычно он у меня всегда в режиме glide. И он, получается, от вот этого значения перетекает к вот этому. Не смотрите на вот эти подписи, я сейчас поясню почему. То есть в оригинальном приборе мы можем указать, что от 100 Гц открывайся до 200 Гц. То есть вот. И он так и откроется. От 100 до 200. А оказывается, мы можем поставить вот так и вот так. То есть здесь будет там 800, а здесь 100.
И это будет инверсия, то есть он будет работать от 800, закрываться до 100 Гц. Я на самом деле вот, ну, как-то не замечал этого раньше, пока не сел подробно вот перед записью ролика и перед созданием сэмпл-пака покрутить, чтобы, ну, как он работает точно прям. Оказывается, вот так он реализован там. Это очень, кстати, прикольно. И вот в том варианте, который в движке ADCR обычно, там обычно ADCR. Там можно изменять немножко огибающую форму от линейной до экспоненциальной и обратно экспоненциальной, но там нет возможности вообще никаким способом реализовать вот так, это как в опусе сделано. Поэтому огибающая здесь ADCR обычная, то есть атака, дикей, састейн и релиз я не реализовывал, потому что его нет, опять же, в оригинальном приборе. То есть тоже ограничение. У нас есть один тип огибающий. И плюс у нас атака и дикей работают вот так, как в Solaris, например. То есть она открывается до максимума и потом переходит на значение дикея. То есть из-за этого происходит вот такой прикол. Вот сейчас давайте сделаем атаку. Вот смотрите, састейн у нас минимальный стоит, атака, ну, долгая. То есть вот смотрите, что произойдет. Он откроет фильтр до максимума, а потом закроет. И закрыл. В оригинальном приборе не так. То есть мы указываем от чего и до чего. И он так откроет от вот этого до вот этого. С длиной, которая вот этой ручкой в оригинальном приборе задается. То есть там она называется duration, типа задержка. То есть сколько будет переходный момент вот это длиться. То есть, ну, приближенно. В общем, ADCR работает здесь обычно. Вот. Второй момент. В оригинальном приборе есть на фильтр LFO, чтобы делать вау-вау эффект на фильтре, да. Опять же, упираемся в ограничения. То есть у нас есть фильтр, да, у него есть параметры частота, резонанс. И вот этими параметрами можно управлять с помощью огибающей, вот этой, да, ну, которой уже есть атака, дикей, састейн там и так дальше. Все круто. То есть я назначил огибающую на частоту, все работает, все отлично. Но, как я уже упоминал, нельзя назначить два параметра на что-то одно. То есть в данном случае вот есть LFO, оно выдает какие-то свои значения. Оно должно суммироваться со значением огибающей и управлять, соответственно, частотой. Так в оригинальном приборе реализовано. То есть у нас есть огибающая, к ней суммируется LFO и появляется такой эффект суммированный. То есть такая дрожащая, огибающая, скажем так. Ну, разные комбинации могут быть. То есть либо минимальное влияние огибающей, либо там как удобно. Здесь сходу, то есть это, ну, не заработало никаким образом. То есть либо LFO, либо огибающая. Опять же, я выкрутился каким способом? То есть я поставил два фильтра подряд. То есть этот не смотрите, этот был для ринга, он просто открытый. Два фильтра. На один фильтр работает LFO, на второй фильтр работает огибающая. То есть таким образом у нас есть два фильтра, которые работают последовательно. Это не сумма, но примерно физически вот процесс похожий. То есть один работает, опять же у него у LFO глубина есть, то есть да, мы первым фильтром задаем, получается, модуляцию фильтром, да, модуляцию с частотой, а вторым уже огибающую дополнительно открываем-закрываем. Это не совсем то, как в оригинальном приборе, но это дало возможность получить похожую реализацию, то есть хотя бы с вот биениями на фильтре. То есть вот сейчас я сделаю долгую огибающую, вы услышите. То есть будет и огибающая, и, соответственно, LFO. Огибающая плюс LFO. Приближен. Вот. То есть ограничения, нет возможности назначить два разных модулятора, либо три, там сколько их будет, на какой-то один элемент. Ну, не знаю, опять же, такое редко встречается. Обычно у нас какая-то классическая ADCR. Вот в случае Solaris, например, ADCR, которая здесь, она максимально подойдет, потому что она один в один так работает в Solaris оригинальном. Далее. Что у меня еще? Переключение фильтра доступно только через смену пресета. Вот это, кстати, тоже максимальный, скажем так, отжиг движка. То есть, смотрите, у нас есть в оригинальном приборе вот здесь тумблер low pass, band pass, high pass. То есть мы
оперативно можем переключать. У цифрового фильтра, который, да, здесь в движке реализован, вот сейчас вот стоит параметр low pass, его, ну, можно менять на high pass. Соответственно, вот я прописываю, и он будет работать, действительно, когда я вот пропишу. Но на лету этого менять нельзя. Почему-то. Хотя при этом, вот, например, в тремоло, да, сейчас покажу. Это как раз-таки переключение параметра эффекта. То есть в каких-то эффектах параметры можно переключать. То есть в тремоло вы можете спокойно форму волны синус там, на прямоугольник либо треугольник менять оперативно. Но при этом почему-то в фильтре параметр high pass на low pass, band pass переключить нельзя. И из-за этого что пришлось сделать? Опять-таки дублирование. Сейчас покажу. То есть когда я доделал пресет уже целиком и полностью, я просто его скопировал и поменял фильтра на нужные и перерисовал интерфейс, ну, добавил ручку эту другую, то есть вот это high pass будет фильтр, то есть у нас здесь положение всегда в high pass, и здесь фильтр работает high pass фильтр. Сейчас покажу, что он работает. Это high pass фильтр, соответственно, здесь band pass, то есть это три одинаковых практически файла, то есть здесь изменена всего одна строчка. То есть здесь в конце стоит не low pass, а high pass. Просто из-за того, что нельзя на лету менять параметр. Опять же, зашел на форум, поискал, люди просили об этой возможности. И опять же, там разработчик ответил, окей, сделаем. И, судя по всему, не сделал. Так, ну, в принципе, это все, что я вот здесь записал, такого прям то, что не удалось. Но я считаю, Opus это самый был пока что сложный sample pack, который можно было реализовать. То есть я его реализовал максимально вот как смог, близко. То есть у нас здесь отличается ADSR, Ring, в остальном, ну нет задержки на вибрато. В остальном это практически один к одному Opus. То есть здесь переключатель баса работает все так же, выключает часть там и все, ну все это работает корректно. Итак, подведем некоторый итог по Descent Sampler. Он позволяет делать достаточно сложные вещи. В принципе, это все работает и не сильно даже глючит. То есть, ну, достаточно большой функционал, больше там 300 сэмплов, 5 LFO, одна огибающая, фильтров по несколько штук, там навешанная ринг-модуляции. Все это как бы работает нормально. Сам сэмплер сам по себе он крошится. То есть не из-за того, что я сделал слишком сложный пресет какой-то объемный, а просто потому, что сам движок почему-то вот глючит. Может быть, только у меня. То есть на нем можно реализовывать достаточно сложные вещи. Вот со всеми вот этими оговорками, которые я сказал, что нельзя назначать ручку что нельзя назначать две ручки на один параметр, что нельзя две огибающих там назначить на один параметр, нельзя совместить огибающий LFO. Но опять же, это исключительно какие-то вещи. И в принципе, я не думаю, что кто-то подразумевал, что на этом движке будут делать вот такие вещи. То есть практически целиком симулировать работу оригинального тракта инструмента. Поэтому это, скажем так, больше такие придирочки. Но если это все добавят, то движок вообще будет бесценный. Самое важное, чтобы стабильность появилась. То есть, ну вот у меня не работает нестабильно. Еще раз прошу тех, кто будет запускать у себя, пожалуйста, поэкспериментируйте, вот так вот перезагружайте через Reload пресет, будет ли у вас вылетать, не будет. То есть вот меня прямо интересует. И операционная система какая у вас стоит, соответственно. Если на какой-то будет работать стабильно, то значит это конкретно вот сборка моя, почему-то так глючит. Но опять же, семерка уже не поддерживается, поэтому я не удивлюсь, если такая история. Вот хочу, кстати, поднять под Linux эту всю штуку. Вот. Но под Linux там тоже отдельная история, потому что, по-моему, под Linux поддержку делали последний, и тоже не без проблем. В общем, нужно смотреть, пробовать. Какие-то такие ограничения. То есть меня сейчас вот единственное, что прям останавливает от массового использования этих паков в треках, это то, что нет вот этой возможности спокойно работать из-за стабильности.
И то, что когда их там 3-4 сэмплера с одним и тем же пресетом, они начинают как-то конфликтовать, глючить, вылетать прям дичайше. То есть все работает, все сохраняется, но потом это все вдруг глючит. Вот это проблема. Но я буду все-таки надеяться на то, что поправят это в будущем. Ну, либо я разберусь, что не так все-таки работает на моем хосте. И тогда это прям будет отлично. Потому что, ну, вот тот результат, который получается сейчас, ну, скажем так, соотношение силы, время и результат, он очень хорош, очень хорош. То есть тут уже писали в комментариях, что многие избавляются от больших там приборов, вот Opus в частности. Ну, я прекрасно это понимаю, то есть и поэтому искал какой-то способ такие приборы запечатлеть, да, слепок сделать цифровой. То, что получилось, звучит очень-очень хорошо и очень-очень похоже на Opus. То есть большинство пресетов, я садился и рядом просто вот крутил ручки на Opus и здесь, они звучат похоже, практически один в один. Сложные какие-то вещи, да, вот формат, поведение фильтра какое-то, да, оно отличается частично. Этот звучит чище, потому что я здесь немножко шумодавом прошелся, чтобы все-таки, ну, скажем так, когда много слоев снято и звучат они вместе, шум удваивается. Чтобы вот получить более-менее нормальный шум, я шум пригладил на всех ваншотах. Как бы такая история. И по итогу у меня получился классный sample pack, то есть он звучит. В общем, такие новости. Конкретно в работе над созданием sample pack Opus я уперся в ограничения уже самого движка. Опять же, это нюансы, потому что я требую прям, наверное, слишком многого. В целом, какие-то простые вещи, простые sample паки создаются вообще элементарно. Там нет такого количества элементов управления, слоености вот этой всей. Ну, опять же, Opus тем и интересен, что у него прям большое разнообразное управление, и поэтому я хотел повторить его. Я думаю, что вот на этом месте историю с десцент-сэмплером для себя я закрываю. То есть я знаю, что я могу на нем реализовать. По мере возможности я буду создавать те или иные сэмпл-паки. Следующим у меня на очереди стоит клавесет 200. И после Opus клавесет 200 совершенно элементарно я буду снимать, потому что там крайне все просто. Там 3 вида тремола и там несколько фильтров, скажем так. Остальные, ну, будем смотреть. Как я уже упоминал, то есть устройства на делителях более-менее должны без проблем сняться. Чистые синтезаторы типа там Polyvox, Rhythm 2, S1, 230 не вижу смысла, потому что там слишком уж много комбинаций, и снимать сэмплированием данные приборы я не вижу смысла вообще. Уже как бы есть некоторые VST-шки, которые повторяют эти приборы, но будем надеяться, что кто-нибудь когда-нибудь досоздаст вот такие приборы на VST уже программным способом, да, но мы будем снимать способом сэмплирования то, что действительно можно снять и имеет смысл. Такая история. Надеюсь, кому-то будет полезна эта информация по всем этим косякам, багам, ограничениям. Надеюсь, кто-то возьмется и сможет повторить вот ту историю, как делал я, то есть взять и вот полностью повторить свой инструмент, особенно если этот инструмент какой-то редкий, и таким образом, соответственно, донести до сообщества звук данного прибора. Всем пока, с вами был Александр, вы на канале Аудиофонд, подписывайтесь, поддерживайте канал, внизу в ссылочке там будет ссылка на донаты, потому что канал живет сейчас целиком на донатах. Все, всем пока.